Количество всевозможных новинок и премьер просто невообразимо, и никогда еще не было так трудно удержать внимание среднестатистического кинозрителя. Именно поэтому многие блокбастеры стремятся с первых же минут удивить эффектной сценой или непредвиденным поворотом, чтобы заставить обратить на себя внимание. Однако в некоторых фильмах, вместо того, чтобы помочь поклонникам кино приветствовать и радоваться перспективе грядущих событий, первая же минута просмотра выбешивает или разочаровывает. Привет, друзья, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня пару слов о фильмах, которые нашли чем отвернуть от себя зрителя уже в первые минуты. Приятного просмотра! Терминатор. Темные судьбы. После душераздирающего предупреждения Сары Коннор человечеству о судном дне и появления машин, штурмующих пляж, фанатам показали флешбэк 98 года с участием Сары и ее сына Джона. Сначала даже показалось: ого, они решили вернуться в самый удачный таймлайн и к корням серии. Только вот прошло меньше минуты, прежде чем мирная жизнь Сары Коннор была полностью разрушена Т-800. Многие фанаты, да что уж там, даже сам Эдвард Ферланг, все были как минимум удивлены скоростью гибели спасителя человеческой расы. Естественно, это определенно привлекло внимание зрителей еще до того, как они начали вникать в суть происходящего. Но удаление сюжета такой ключевой фигуры франшизы в фильме, который обещал бы стать продолжением первых двух любимых всеми историй о Терминаторе, должно было оттолкнуть очень многих. Мир юрского периода. Доминион. Все, кто смотрел фильм, обратили внимание, что в нем не было никакого пролога, только выпуски новостей, которые говорят о том, что динозавры уже среди нас, просто живите с этим. Однако те, кто за фильмом следил до премьеры, таким началом ленты остались крайне разочарованы. Дело в том, что за несколько месяцев до выхода фильма Universal опубликовали захватывающий и просто невероятный 5-минутный фрагмент, посвященный доисторическим временам и населявшим планету динозаврам, а к своему завершению он бы плавно перетекал в начало фильма. Однако Колин Треворроу и студия решили не включать этот захватывающий оригинальный пролог. Вместо последовательности, в которой динозавры бродили по планете и устраивали колоссальные разборки между собой, третья часть мира юрского периода начинается с очередного нападения мозазавра, после чего это удивительное существо пропадет до самого финала. Ну, такое. Сам Треворроу отметил, что чувствует и считает этот пролог настоящим началом для его Доминиона, вроде режиссерской версии. Но это все равно не отменяет того факта, что Universal запросто могли сэкономить 5 минут любого бессмысленного экшена в любом другом месте фильма. Тем более он все равно идет аж 2,5 часа. Довод Кристофера Нолана. Самым спорным и самым раскритикованным моментом новой попытки режиссера погрузиться в мир шпионажа был звук. Казалось, Нолан больше сосредоточен на том, чтобы оглушить своих зрителей, чем на том, чтобы подарить им кинематографический опыт. С самого начала, уже в сцене оперного театра, фильм пронзает барабанные перепонки громогласной партитурой и необоснованно приглушенным диалогом протагониста. И хотя в первых минутах фильма реплик, теряющихся в бьющей по ушам музыке и фоновых эффектах, почти нет, в других моментах боевика достаточно неприятных звуковых решений. А теперь представьте себе, что Нолан способен сотворить в фильме, посвященном бате атомной бомбы Оппенгеймеру, который планируется выпустить в следующем году. И, конечно же, как такой выпуск может обойтись без «Звездные войны» эпизод 9 «Скайуокер. Восход». Примерно через 2 минуты с начала фильма в кадре появляется призрачная рожа императора Палпатина, и это уже дико. Но фильм на самом деле был испорчен уже до этого. Первые 40 секунд после титров Джей Джей Абрамс попытался сделать максимально динамичными и захватывающими. Безумная нарезка дрожащего лица Адама Драйвера и вспышки от бластеров сменились захолустной, явно заброшенной планетой, на которой, ого, живет целый народ ситхо-поклонников, культивирующих в колбах темных пользователей силы. А после появления Палпатина начинается самое интересное. Десятки, сотни кораблей с экипажем и еще один, но на этот раз уже последний орден, появляются буквально из-под земли, чтобы начать завоевание галактики. И хотите вы этого или нет, но это самая настоящая комбо из роялей в кустах, которая будет наводить ужас на тех несчастных фанатов, которые ждали качественное кино, а получили пустой фестиваль ностальгии и фан-сервиса длительностью 142 минуты. На этом у меня сегодня все. А какие фильмы в вас убили интерес к просмотру с самого начала? Пишите в комментарии. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь поделиться им с друзьями, поставить лайк и оставить комментарий. Конечно же, подписывайтесь, если еще не подписаны, и до встречи в новом видео. Пока!